В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина Buff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы на китайском сервере, здесь у нас 8-й день 8-го сезона. Сегодня мы свои бесконечные сундуки вскрыли с прошлого сезона, забрали мифическое снаряжение, бегаем, радуемся. Но как-то остался за кадром вопрос, а что же у нас с основными характеристиками и их выпадением в подземельях. Одно из главных нововведений 8-го сезона это то, что у нас убрали плоские характеристики и вроде бы подняли шансы на ключевые основные характеристики. Ну и почему-то мы забыли это проверить. Давайте это исправлять. Я накопил здесь некое количество хлеба, сколько смог, 670 хлебушков. Я думаю, что для эксперимента нам хватит. И за основу возьмем, естественно, жабу. Это одно из самых жадных существ здесь, хотя в принципе они все плюс-минус одинаково жадные. Выпадение тут перчаток, нужных нам, с критическим уроном, допустим. Это была целая проблема в течение всего сезона. Неважно, сколько хлеба вы туда тратите. Поэтому давайте посмотрим на примере жабы. Я сегодня, буквально 20 минут назад, впервые прошел 20-ю сложность, чтобы фармить именно ее. То есть я здесь фармом не занимался. Все, что я сделал, это дошел до 20-го. Может быть, пару раз, я не знаю, 19-ю. По-моему, я немножечко пофармил какое-то количество раз, небольшое совсем. Прежде чем мы отфармим наш хлеб, давайте посмотрим, что у меня есть в наличии в моем рюкзаке. Естественно, я говорю про перчатки, естественно, я говорю про атаку. Крит шанс. Давайте запомним эти иероглифы. Это у нас атака процентная, видим. Это у нас критический шанс, вот эти 3 иероглифа, вот с этим, как его назвать, не знаю, вентилятор или что это такое. Похоже на что-то, на какую-то палочку, и на ней какой-то механизм. В общем, запоминайте. Я уже давно запомнил, поэтому, ориентируюсь немножечко. И вот это вот у нас крит урон. 4 символа, здесь у нас 2 получается с процентом, здесь 3 вот с этой вот фигней, и здесь 4, получается вот. Атака процентная, крит шанс и крит урон. И вот это вот все, что мне нападало за 8 дней получается. И за небольшое количество фарма. Из этих 3 характеристик. То есть мне кажется, что уже заметно больше, чем обычно. Не обращайте внимания на вот эти вот 2 перчатки, потому что это с сундука. Видим, да? С 7-го сезона я их вытащил. То есть вот они. И давайте разделим. Я для того, чтобы после фарма мы смогли отличить, какие у меня были и какие новые выпали, я все здесь прокачал на плюс 20, видим. И мы так легко определим, где новое, где старое. Давайте разделим. Сначала посмотрим атаку процентную. Это вот столько мне выпало. За исключением вот это опять же с 7-го сезона. Вот столько мне атаки выпало. Причем видим, что и атакующие сеты, у нас есть. Причем в том числе и на урон от мастерства. И вот этот вот уже эффект выпал. То есть то, что нужно, уже есть. Теперь посмотрим критический шанс. Это у нас вещи для билдель. Здесь уже поскромнее результаты, но они все равно есть. То есть есть уже и вот такой мифический предмет. И некоторое количество других. В том числе вот этот хороший сет на начальную стадию игры. Но также обратим внимание на дополнительные. Я как-то упустил момент. Дополнительные тоже смотрим. Здесь у нас атака процентная, здесь у нас двойное срабатывание в критический урон. Уже вполне себе неплохо. Здесь, конечно, совсем плохо. Здесь у нас просвещенность и точность выпала. Здесь у нас сопротивление и защита. То есть, ни о чем. На начало, я не знаю, пойдет. При этом видим, что вот этот сет на скорость атаки, который для Таривола, допустим, того же подойдет, он уже тоже 2 перчатки целых уже есть. Хотя дополнительные тоже никакущие, видим. Это у нас очки здоровья плоские, это у нас просвещенность, очки здоровья процентные, точность. В общем, ничего, что нам могло бы помочь. И последний пункт, это у нас критический урон. Это вот все, что мне выпало с критическим уроном. Бесполезно абсолютно. Это еще более-менее, хоть как-то. Здесь у нас атака процентная, защита процентная. Атака плоская, защита плоская. И то же самое здесь. Здесь двойное срабатывание в атаку. Неплохо вполне. Но в среднем именно дополнительные характеристики видим, что они, корявенькие, то есть обычно с выживанием связаны. И атака здесь появляется довольно-таки редко. Либо, допустим, крит шанс, когда здесь крит урон, либо наоборот. Насчет вампира, по-моему, я все 20 сложностей прошел. Мы его здесь фармить не будем, у меня хлеба не хватит. Но то, что мне уже выпало, это у меня с 7-го сезона вещь. А то, что выпало, вот оно. То есть с атакой процентной у нас здесь вот. Это все, что упало мне. Уже неплохо, уже броня есть. Причем здесь критический шанс, двойное срабатывание. Уже неплохо, вполне. Собственно, в меню здесь оставили плоские характеристики зачем-то. Потому что, их нету. Мы выбираем, их здесь просто нету. То есть по фильтру ничего не находит, потому что они не выпадают. Но в менюшке их еще пока что оставили. Что ж, давайте потратим весь хлеб и посмотрим, что у меня здесь упадет. Кстати, на острове я ничего не качал на выпадение мифического снаряжения. Это так, к слову.
У меня есть билеты скоростного боя. Мы тратим их раз. Это с 10 билетов. Что у нас здесь? Критический урон, пожалуйста. Здесь крит шанс, атака плоская. Здесь у нас защита процентная. Ну и критический шанс здесь. Ну, правда, не тот эффект. Еще 10. Еще 10. И еще 10. Ну и на остаток 4 давайте возьмем. Ну, теперь давайте анализировать. По перчаткам за 670 хлеба видим, что здесь упало мифических предметов довольно-таки немало. Причем есть здесь хорошие вот эти эффекты, да, которые нам нужны. А теперь посмотрим, что здесь есть из критического урона. Хопа. Ну, по разлому брони ничего не упало. Но есть хотя бы для начала вот эти вот два эффекта. Критический шанс. Давайте-ка прокачаем. Опа. Ну, такой средний результат. Всем по одному. Здесь тоже критический шанс есть. А ну-ка. Ну, только одно срабатывание. Ну, как бы срабатывание нам, по-моему, не обещали, что оно будет лучше срабатывать на ключевые характеристики. То есть шансы повысятся. Не помню такого. Ну, в общем, вот так вот. Это у нас критический урон. Ой, здесь вообще без ничего. Ну и в принципе все. То есть по факту у нас получается две перчатки вот этих. Вот с этим эффектом на критический урон. Не густо, но лучше, чем было раньше по-любому. Что у нас с критическим шансом? Вот все, что упало, видим, которое на плюс 4, это все, что упало сейчас. Кстати, критический урон давайте-ка проанализируем чуть дольше. Здесь же еще легендарные попадали. Ну, из атакующих видим, вот смотрите, кстати, что легендарные, да? Это у нас на урон от мастерства, то есть не нужен нам здесь критический урон. Все остальное защитные сеты. Ну, вспомогательные. То есть с легендарными вообще не повезло. Ладно, смотрим дальше. Критический шанс. Я еще не знаю, что это за эффект. Мне кажется, он сильный, потому что здесь у нас меч, да, и плюсик, и поднятие. То есть 8% там чего-то дает. Скорее всего, это урон, либо критический урон, что-нибудь такое. Но опять же, это вспомогательный сет. А из атакующих у нас здесь критический шанс. Вот он. Ну и, кстати, атака процентная упала, да. И атака плоская, то есть двойное срабатывание. Критического урона, правда, нету, но все равно. А ну-ка. Нет, атаку нам не дали. Процентную нам атаку не дали. Но даже то, что одна перчатка выпала, ну на самом деле нормально. В сравнении с тем, что было раньше. Тут хотя бы какие-то шансы появились. А то было же совсем ужасно. Еще одна на критический шанс. Ну, здесь атака плоская, то есть ничего интересного. Так, на первое время перчатки пойдут такие. Ну, с атакующих то же самое. То есть плюс-минус то же самое. Нет, подождите-ка, получше. Вот этот атакующий сет, он хороший. Ну, на первое время. Если мифики совсем плохие, то пойдет. Причем здесь атака тоже процентная есть, а ну-ка. Но двойное срабатывание уже неплохо. Ну, не знаю, как это интерпретировать, этот результат, да, как вот выводы сделать. Ну, по-моему, побольше стало падать. Потому что я помню, тысячами хлеб тратил. Тысячами, не 670, тысячами. И ни одной перчатки вообще не падало. А тут получается менее 1000, а уже несколько. Причем и с крит-шансом, и крит-уроном, то есть, ну, наверное, все-таки получше падают. И последнее, это у нас атака. С атакой нам, в принципе, видим, что повезло. То есть раз, два и целых 3. И причем все на разлом брони, ну ничего себе. Здесь вот это вот у нас просвещенность вот с этим хвостиком. Этот хвостик или как его, каблучок с каблучком. Туфелька, я не знаю, как его охарактеризовать. Ну, в общем, это просвещенность. Запоминайте. Мы часто в Китае сидим, пора уже запоминать. И что у нас здесь будет? Ну, также, всем по одному. Такой справедливый рандом. Всем по одному. Здесь у нас что? Здесь у нас просвещенности нету. Крит-шанс, но это все не нужно нам. И здесь у нас тоже ничего полезного. Критический урон, очки здоровья, сопротивление и очки здоровья плоские. Ну, как-то вот так вот. И даже одна вещь из легендарного сета на урон от мастерства, причем тоже с просвещенностью и с атакой плоской, упала. Что у нас здесь? Тоже всем по одному. Ну, вот так вот. То есть выпадение получше, рандом на дополнительный, ну, плюс-минус тот же самый. У нас сегодня 8-й день, то есть через 2 дня у нас будет уже первая кузница. Также нам обещали, что улучшат сбор цветов. Вот это вот фермерство, событие ограниченное, да, по времени. Что его улучшат, и там выпадение будет более щедрое. Посмотрим, это нужно будет проанализировать, посмотреть на результаты. Потому что все-таки у нас контент идет к контенту на 2 команды уже, и поэтому снаряжение здесь это острый вопрос. Он и так был острый, даже для одной команды, для 2 он в 2 раза острее. Ой, будем смотреть. На этом все. Всем спасибо и всем пока.